Друзья, всем привет! Скорее всего, у большинства из вас неоднократно случалась такая ситуация, когда вы сели дома, потратили время, навели идеальнейший порядок в своей рыболовной сумке, потом приехали на очередную рыбалку, открываете свою сумку и наблюдаете нечто похожее на вот это. А вы-то думали, что в сумке все убрано. Естественно, вы опять садитесь, тратите время, только теперь уже на рыбалке, всю эту леску опять сматываете, наводите порядок, и потом происходит все то же самое, и этот замкнутый круг никогда не останавливается. Не знаю, как у кого, но у меня эта проблема постоянная. Данная проблема возникает из-за того, что вот эти вот фиксаторы, которые нам предлагают разные производители, ни хрена не фиксаторы, они ничего не держат. Сумка в дороге всегда трясется, перекладывается с места на место, леска постепенно отсюда вылазит и, соответственно, распутывается, разматывается. Поэтому в данном видео я покажу очень простое, но эффективное приспособление, которое навсегда устранит эту проблему. И вначале небольшое предисловие. Сразу хочу сказать, что приспособление, которое мы сейчас изготовим, я придумал не сам, а увидел его на каком-то американском сайте. Я сразу не совсем понял, как и из чего оно изготовлено, но самое главное, я понял принцип этого приспособления, я понял, что оно 100% будет работать, понял, что оно точно будет эффективным и понял, что оно точно мне надо, для того, чтобы избежать того бардака в сумке, который я показывал в начале. Поэтому я взял его себе на заметку и со временем придумал оптимальный вариант, как и из каких материалов я смогу его сделать самостоятельно. Я уверен, что есть много вариантов изготовления данного приспособления, но я сейчас покажу именно тот вариант, который я придумал сам. Значит, помимо вспомогательного инструмента, который вы сейчас видите перед собой, самое главное, что нам понадобится, это обычная одежная резинка и какой-нибудь цилиндр с отверстием. Но если по поводу резинки все и так понятно, то вот на цилиндре с отверстием я бы хотел немножко остановиться и рассказать о них подробнее. Значит, долго я думал, что же для этого приспособления можно использовать, и потом пришел к выводу, что сюда отлично подойдет внутреннее кольцо от старого бэушного подшипника. Почему именно внутреннее кольцо от подшипника? Во-первых, это идеально полированный металл, который не имеет ни единого заусенца, а значит не будет травмировать леску. Также эти колечки бывают разных размеров, соответственно, бывают разные подшипники, значит и разные колечки. Это тоже очень важно. В дальнейшем поймете почему. И самое главное, почему я решил выбрать именно такие колечки, это наличие вот такой вот борозды по центру. Также поймете, для чего она нужна. Раз мы уже заговорили об этих колечках, сразу расскажу о том, какой диаметр кольца следует выбирать. Значит, вот берем бобинку с той леской, для которой мы хотим сделать данное приспособление, и подбираем таким образом вот это вот колечко, чтобы оно хорошо становилось между вот этими вот стенками бобин. Это мы видим, что у нас большое. Это, в принципе, можно тоже использовать без проблем. Но у нас есть вот такое. Оно практически сюда идеально становится. Главное, чтобы оно сюда влазило не туго, не под натягом, а вот так вот свободно. Вот оно, видите, со стороны в сторону вот так вот перекатывается, оно абсолютно здесь свободно ездит. Это тоже можно, но если у нас есть вот это, то будем использовать вот это. Вот это сюда никак не подойдет, это уже можно использовать для более крупных бобин. Значит, с диаметром этих колечек мы разобрались. Теперь приступаем непосредственно к изготовлению нашего приспособления. Итак, давайте начнем с подготовки нашего колечка. Сразу скажу, что данная подготовка является не совсем обязательной, но я думаю, что если ее сделать, то так будет лучше. Если уже делаем, то делаем сразу максимально качественно. Хотя, повторюсь, можно и без нее. Значит, берем термоусадочную трубку. Трубка должна быть такого диаметра, чтобы туда входило наше колечко. Но при этом, когда мы трубку обжимаем, чтобы она плотно охватывала кольцо со всех сторон. То есть, чтобы его плотно обжимало. То есть, если у нас трубка будет слишком большая, она нам не подходит.
если она будет сильно маленькая, она нам тоже не подходит. Потому что сильно большая трубка кольцо не обожмет, а сильно маленькая трубка, она на кольцо просто... Ну, то есть кольцо в нее не войдет. Вот так. Поэтому берем подходящую трубку и обрезаем необходимое количество. Сколько же нам нужно этой трубки? Значит, если мы вот так вот берем, ставим колечко на ребро, прикладываем к нему нашу трубку, у нас с каждой стороны кольца должно выпирать где-то по 2-3 мм этой трубочки. Значит, вот так вот приложили, примерно себе отметили и ровненько обрезаем. Вот так. Теперь в этот кусочек вставляем наше кольцо. Выставляем таким образом, чтобы с каждой стороны торчало одинаковое количество термоусадки. Вот так. Берем теперь какую-нибудь палочку, чтобы кольцо можно было удерживать. Я взял вот такой вот зажим. Опять все проверяем, чтобы у нас все было равномерно. Так, ну здесь в принципе можно или это вставить в кипяток, или взять просто зажигалку и вот так вот равномерно все это обжать зажигалкой. Не перегреваем, нагреваем везде равномерно, вот так вот по чуть-чуть, со всех сторон. И вот так вот хорошо торцы тоже проходим. Вот так. Мы видим, что у нас трубка хорошо обжала наше колечко. Вот вошла в эту бороздочку. В общем, получилось то, что надо. Итак, для чего же нам эта трубка нужна? Ну, на это я вижу две причины основных. Во-первых, хоть я и говорил, что этот металл абсолютно идеально полирован, он не имеет никаких заусенец, но все равно спокойнее, когда по леске трется не металл, а пластик. Поскольку трубочка, она, скажем так, пластиковая, и она будет непосредственно касаться нашей лески, я думаю, так будет как-то поспокойнее, чем если это будет металл. Хотя металл, я же говорю, он полированный идеально, заусенцев нет, поэтому если не будет трубки, ничего страшного. И вторая причина, благодаря этой трубке у нас здесь лучше будет фиксироваться резинка. Ну, я потом покажу, почему. Значит так, колечко мы подготовили, теперь необходимо подготовить резинку. Берем ту леску, на которую мы делаем это приспособление. Берем нашу резинку. Так, сразу вот эти вот края, которые распущены, мы их сразу убираем. Так. И теперь вот так вот по краю нашей бобины прикладываем резинку. Ну, как бы меряем ее окружность этой бобины. Вот здесь у нас резинки сходятся. Вот так вот здесь фиксируем и обрезаем. Итак, кольцо у нас подготовлено, резинка подготовлена. Это все просто осталось собрать, и наше приспособление будет готово. Что мы делаем? Сейчас мы берем или какую-нибудь тонкую стальную проволоку. Также можно использовать тот же самый рыболовный шнур, можно использовать капроновый шнур, но рыболовным и капроновым шнуром достаточно сложно будет зажать, надежно зажать, я имею в виду. Поэтому я для себя выбрал проволоку. Если вам кто-то поможет там подержать, чтобы плотно обвязать шнуром, можно и использовать шнур. Проволокой можно сделать все самому, без посторонней помощи. Значит, берем проволоку, отрезаем с запасом, ну не знаю, тут я сантиметров 10 где-то возьму, вот так. Теперь берем наше колечко. И вот таким вот образом прикладываем к нему резинку.
Вот. То есть каждый вот этот усик резинки, каждый край резинки, он должен торчать из-за кольца, ну, где-то на сантиметр. Ну, в крайнем случае, если что-то даже собьется, мы потом сможем подтянуть, я покажу как. Это все удерживаем. И берем, обжимаем нашей проволокой. Вот почему я говорил, эти кольца от подшипников идеальны. Потому что здесь есть эта борозда. И в этой борозде у нас идеально ляжет проволока. Ну или веревка, смотря чем мы будем обжимать. Итак, вот так вот предварительно сделали оборот. Теперь берем плоскогубцы. Так, и вот здесь один раз вот так вот перекручиваем. Теперь, когда перекрутили эти усики, возвращаем в другую сторону. Вернули в другую сторону, и у нас опять они пересекаются. Опять берем плоскогубцы. И плоскогубцами закручиваем. Тут уже делаем несколько оборотов. Аккуратно, чтобы проволока сразу у нас не отпала. Так, ну вот видите, получилась такая вот скруточка. Теперь берем кусачки. Лишнее обрезаем. Так. Теперь вот этот вот конец, который у нас, ну вот эта скрутка, которая осталась, мы ее вот так вот плоскогубцами зажимаем, ну чтобы она просто согнулась и плотно легла туда вот в эту бороздочку. Так, вот что у нас в итоге получилось. Вот такая вот интересная штука. Теперь, внимание, мы берем эту всю конструкцию и вот так вот выворачиваем. В итоге получается такой вот браслетик, назовем это так, который мы одеваем на бобину с леской. Но перед этим край лески вставляем в наше колечко снизу, то есть с середины этого браслетика. Вот так вот вставили, а резинку накидываем на бобину. Вот так. У нас тут много отмоталось, сейчас замотаем. И вот смотрите, что у нас получилось, какая красота. У нас вся леска плотно обжата резинкой. И здесь с нашего колечка торчит край этой лески. Приехали на рыбалку, взяли нужную леску, потянули за край. Вот. Отмотали сколько надо. Потом обрезали. Ну, понятно, что здесь обрезаем не под корешок, а немножко оставляем, чтобы мы могли потом опять взять. Вот так. Система идеальна чем? Во-первых, у нас никогда леска теперь не будет произвольно у нас в сумке раскручиваться. Также, по мере того, как у нас леска на бобине заканчивается, ну, уменьшается в смысле, у нас резинка постепенно сжимается. Потому что мы изначально отмерили окружность этой бобины, но потом же мы еще вот эти усики забрали. То есть у нас уже эта окружность, ну, резинки, она немножко уменьшилась за счет этих усиков. Поэтому, когда у нас леска будет заканчиваться, резинка будет постепенно сжиматься, и всегда леску будет предохранять от раскручивания. Вот. Что еще? Также я еще хотел сказать, для чего нам
эта трубка термоусадочная. Ну, во-первых, я уже сказал, что она служит как предохранителем металла от лески, чтобы металл не терся об леску. И во-вторых, благодаря этой трубке у нас лучше фиксируется резинка, потому что когда мы зажимаем проволоку, плоскогубцами мы делаем вот эту скрутку, у нас проволока как бы впивается в эту трубку, потому что трубка, она имеет все-таки какую-то толщину и определенную мягкость. Проволока впивается в эту трубку и очень хорошо сдавливает вот эту вот резинку. Потому что если бы мы делали без трубки, то у нас просто бы проволока легла на металл, и как бы, ну, металл на металл, возможно, получилось бы какое-то пространство, и резинка уже не так хорошо держалась. Также есть возможность немного эту резинку подтягивать. То есть мы опять, получается, если мы видим, что у нас резинка каким-то образом ослабла, или мы, может быть, взяли какую-то другую катушку, более меньшую, и хотим использовать ее, уже как бы готовую эту штуку, мы просто опять вот так вот выворачиваем, чтобы усики торчали вверх. И вот так вот можем подтянуть. То есть она, видите, она вот так вот через силу как бы подтягивается, имеет как бы движение. Но когда мы ее выворачиваем, вот так, все, как бы мы ни тянули, как бы мы тут ни старались, она совсем назад не идет, держится просто идеально. Вот так. Поэтому я абсолютно каждому рыбаку рекомендую взять себе это на заметку, сделать себе такие приспособления на все свои лески и с удовольствием пользоваться. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.